Сегодня я вам расскажу, почему же туалет Tower Defense могут совсем скоро удалить. Поэтому обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и подрубай колокол. Ну а мы погнали к ролику. Но если ты также хочешь получить бесплатного хайпера от меня, тогда скорее залетай в мой телеграм-канал по ссылочке в описании или же закрепленном комментарии. И участвуй в мега крутых конкурсах. В последнее время Силантрик просто разошелся и начал делать обновления очень часто. Но почему же он начал так делать? Потому что онлайн в туалет Tower Defense начал жестко спадать. Даже на обновлениях не набирается больше 200 тысяч человек. Да, наверное, вы скажете, ну 150, ну 130 тысяч, это все равно очень большой онлайн. Но, да, но как бы и нет, если сравнивать с тем же Новым годом, который у нас, ну, сколько, полгода назад был примерно. Тогда в обновлении более полумиллиона человек сидело в туалет Tower Defense, а сейчас онлайн не превышает даже 100 тысяч. Только на обновлениях он немного больше 100 тысяч, 150 максимум я видел. Именно поэтому туалет Tower Defense потихоньку скатывается, людям начинает надоедать. Если Тилантрик не сделает какое-то огромное масштабное обновление, как, например, это было в момент, когда у нас полностью поменяли локацию, полностью поменяли дизайн всех юнитов, добавили кучу Endless Мир, добавили просто кучу всего нового. Если Тилантрик не сделает что-то подобное, то люди потихонечку начнут уходить с туалет Tower Defense, переходя в другие игры. Как это случилось, например, с тем же пэт-симулятором, и X-пэт-симулятором обычным, и в других пэт-симуляторах. Их очень много частей, и с ними произошло одно и то же, что же сейчас происходит в туалет Tower Defense. Я был жестким задротом в игре пэт-симулятор, поэтому я знаю, что я вам говорю. Именно поэтому я сейчас и говорю, что туалет Tower Defense могут не то что удалить, а просто он может перестать обновляться, как это происходило с многими играми. Силантрик может просто в цифрах запутаться. Он может просто видеть маленькие цифры, и у него пропадет это вдохновение. Это момент, когда ты думаешь о чем-нибудь глубоком и начинаешь придумывать идеи для своей игры. Но когда онлайн спадает, ты просто пропадаешь. Ты перестаешь думать, перестаешь что-то делать, и поэтому игра может в моменте просто перестать обновляться или начинать обновляться очень редко. Да, сейчас он пообещал, что обновления будут каждую неделю, но, как я и говорил, в пэт-симуляторе была полностью одна и та же ситуация. У нас person, который делал обновления в пэт-симуляторе, все время говорил, что все, теперь обновление каждую неделю. И через месяц у нас игра закрылась. Вот так вот, поэтому я очень боюсь, что с туалет Tower Defense такое произойдет. И очень надеюсь, что Тилантрик одумается сделать какое-то мега масштабное обновление. Добавить просто вау, какой крутой ивент. Ну, по крайней мере, тот же самый ивент, просто какой-то полное, ну фу, мне не понравился, если честно. Можете написать в комментариях, как вам. Но, например, самый ивент мне очень не понравился, потому что, ну вот был клок ивент, это было прям имбища топовое. Мне очень нравилось, но как пропал клок ивент, то все. Самый ивент сделали на монетах, это вообще, ну, какой-то беспредел. Ну зачем нам монеты? У нас так хватает ящиков на монеты. У нас есть вот этот вот ящик, мистик ящик, где мы сами можем убивать новых мификов, новых годли. Зачем нам самый ивент на монетах? Нам нужны были саммер коины, нам нужны были, ну, новые локации, нам нужно было совсем другое. Я надеюсь, Тилантрик одумается и сделает что-то прям топовое, крутое, что люди вернутся в туалет Tower Defense, и онлайн по-прежнему станет наконец-то очень-очень крутым. И мы на это, конечно же, все очень сильно надеемся, что будет какое-то крутое обновление, и все старые и новые игроки вернутся, и наконец-то онлайн опять станет выше, и Тилантрик начнет обновление делать реально каждую неделю. Да, он нам пообещал, что обновления будут каждую неделю, пока что мы ему верим, потому что пока что он, ну, своему графику соответствует, но прошло пока только 2 недели, то есть 2 обновления. Вышло одно обнова и вторая обнова. Мы ждем третью уже, получается, должна выйти через 3-4 дня. Если она не выйдет, то получается нам Тилантрик соврал, и, к сожалению, обновления, видимо, будут не так часто выходить. Но мы на это, конечно, очень надеемся. И, кстати, самое главное, это про удаление туалет Tower Defense. Да, его не удалят, но может заброситься режим, то есть обновления полностью перестанут выходить, и смысла играть не будет, потому что новых юнитов будут нафармивать все больше и больше. То есть, например, Титан Бичбилмен, последний юнит за Robux, их сейчас 100 тысяч, потом, если не будут обновлять игру, то через год на их уже будет миллион. Потихоньку их будут покупать, и смысл игры. Всех юнитов уже будут просто миллионы, и никаких юнитов редких не будет. Даже ультимейт юнитов, я уверен, будет больше, потому что раз игра не обновляется, то читы начинается все больше и больше. И появится 100% какой-нибудь дюб. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, сейчас есть дюб в туалет Tower Defense? Я пока что не встречал, очень надеюсь, что его нет. Но, возможно, если игра перестанет обновляться, перестанет обновлять свой античит, то дюб может появиться, и тогда вообще полностью не будет смысла
смысла играть в эту игрушку, потому что даже ультимейт юнита, которых сейчас всего 1000, то есть ультимейт клокменов, их можно будет надюпать миллионы и все. Более, ну, и смысл играть, если у нас нету никаких редких юнитов, нету чего можно добиваться. Максимум онлайн стоит 1500 или несколько тысяч и все. И люди пойдут в какую-то другую игру, которая у нас также появится, не знаю, может подобную, то ли Tower Defense, которая обновляется, там же есть какие-нибудь Skibidi Туалет или что-нибудь подобное. Но они не такие проработанные, как Toilet Tower Defense, это вроде одна из самых первых игр, которая у нас появилась по Skibidi Туалетам, и она сейчас у нас, естественно, находится в самых топах. И мы все очень сильно надеемся, что ее не удалят, и Toilet Tower Defense будет обновляться у нас все чаще и чаще, будут выходить очень крутые обновления, и нам сделают какой-нибудь мега крутой ивент. Я очень надеюсь, что сделают совсем скоро какой-нибудь мега крутой ивент, в котором у нас наконец-то будет магазинчик, как это было, к примеру, с Клок Ивентом. У нас добавят здесь какой-то магазинчик, мы будем заходить сюда, можем проходить пас и далее покупать каких-нибудь кейсики, и потом эти кейсики открывать и выбивать там каких-то крутых юнитов. И, естественно, интересно, когда же добавят у нас уже третьего ультимейта, потому что у нас очень давно уже не было нового ультимейта, мне кажется, совсем скоро должны сделать новый ультимейт в новом ивенте, которого также нельзя будет много нафармить, у него будет очень маленький шанс, и, надеюсь, дамаг у него будет более 200 тысяч, тогда это будет реально очень круто, но шанс на него будет очень маленький, и я думаю, их не будет больше, чем также ультимейт клокменов. Но мне кажется, Лантрик не будет совсем скоро добавлять ультимейтов, чтобы не уничтожить клокмена и дрилмена, чтобы, ну, их урон не уничтожился, потому что если добавлять новый ультимейт и сделать у него урон 200 тысяч, то по факту новый, ну, не новый, а дрилмен станет бесполезным, клокмен станет бесполезным, потому что урон у них уже не такой будет большой, и они не будут уже прям такими жесткими, как были до этого времени. Поэтому, если и добавят ультимейта, то я думаю, урон у него будет не меньше, чем у наших юнитов новых ультимейтов. Ну, чуть-чуть больше, я думаю, сделать на 5-10 тысяч, не больше. Вот. Ну, а про удаление пэт-симулятора... Какого симулятора? Я уже что-то запутался. А что про удаление Toilet Tower Defense? Думаю, его не удалят и, надеюсь, в ближайшее время не забросят. Очень надеюсь, что после лета обновления продолжит также идти. И, кстати, я недавно узнал информацию, что с Skibidi Туалета скоро выйдет фильм в 2025 году. И это будет реально что-то бомбезное. Возможно, именно в Роблоксе Toilet Tower Defense тоже добавят что-то прикольное из-за этого фильма. Так как в фильме, я думаю, будет много юнитов. И, возможно, именно тогда, когда выйдет фильм, здесь выйдет самое масштабнейшее обновление. Поэтому, естественно, ждем сам фильм и ждем самого масштабного обновления в Toilet Tower Defense, чтобы добавили просто много всего крутого, и мы, естественно, просто кайфовали от всего этого. И, естественно, все очень сильно надеемся, чтобы его не удалили. Как, например, это было на 50 каком-то эпизоде, когда Toilet Tower Defense за авторские права просто удалили нафиг, и все. И не было этой игры несколько недель вроде, но потом ее восстановили, и все было кайф. Но это было какое-то прям масштабнейшее событие, очень масштабное, и мы очень сильно надеюсь, что такого у нас в этот раз не произойдет. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать свой видеоролик. Я, в принципе, рассказал информацию всю, которая у меня была на этой неделе. Поэтому жди следующих роликов. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки и подрубать колокол, чтобы не пропускать это мега крутые ролики. Ну и также в моем телеграм-канале по ссылочке в закрепленном комментарии ты можешь найти розыгрыш на очень крутого юнита. А точнее, вот этого апгрейд Дитладж лазер камерамена. Успей поучаствовать, пока розыгрыш не прошел, ведь у него DPS такой же, как у Хайпера, поэтому можете считать, что я разыгрываю Хайпера. Ну а на этом мой ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока!